Сегодня BTS-миллиардеры, мировые звезды, кумиры миллионов. Но если заглянуть в их прошлое, мы увидим не гламур, а боль, не блеск сцены, а борьбу за право просто жить. Эти истории не просто трогательные, они вдохновляют. Потому что настоящие герои не рождаются в идеальных условиях. Оставайтесь до конца, возможно, вы увидите в их боли себя. И поймете, что все возможно. 7 место. Пак Чимин. Дата рождения – 13 октября 1995 года. Место рождения – район Геумджонгу, город Пусан, Южная Корея. С детства Чимин был очень старательным и чувствительным ребенком. Он учился в престижной школе искусств, где изучал современный танец. Его преподаватели замечали в нем особый потенциал, и поэтому требования к нему были выше, чем к другим. Из-за постоянного давления со стороны школы, общества и самого себя, Чимин начал бороться с тревожностью и комплексами. Он был худощавым и очень строго следил за своим весом. Позже он признался, что ограничивал себя в еде настолько, что это начало вредить его здоровью. Он переживал, что не соответствует ожиданиям и недостоин быть в BTS, особенно в первые годы их становления. Иногда он оставался в тренировочном зале один до поздней ночи, просто чтобы повторять движения, плача от усталости. Несмотря на свою внешнюю мягкость, Чимин в глубине души был невероятно силен. Он боролся с внутренними демонами молча, скрывая свою боль за нежной улыбкой. Его путь – это история о том, как доброта и уязвимость могут стать величайшей силой. 6 место. Ким Тэ-хён, Ви. Дата рождения – 30 декабря 1995 года. Место рождения – город Тэгу, Южная Корея. Ким Тэ-хён родился в простой и небогатой семье. Его детство прошло в сельской местности в деревне Чочхон, где он рос вместе с бабушкой и дедушкой. Родители Тэ-хёна часто были заняты работой и жили отдельно, поэтому он проводил детские годы почти без них. Несмотря на любовь бабушки, он часто чувствовал себя одиноким и забытым. Дом, в котором он жил, был очень скромным. В одном из старых интервью Тэ-хён рассказывал, что не было даже нормального душа, мыться приходилось на улице. Иногда он приходил в школу без карманных денег, но никогда не жаловался. Вместо этого он развивал фантазию, мечтая о сцене и изображая, будто он уже артист. Будучи школьником, он не выделялся. Его не считали особенно талантливым, пока однажды он не пошел поддержать друга на прослушивании в Бигайт. Именно тогда судьба повернулась в его сторону. Но даже после того, как он стал трейни, агентство долго скрывало его от публики. Он чувствовал, что недостоин дебюта, и этот страх жил в нем до самого выхода на сцену. Сегодня Ви – это загадочный голос группы, харизма которой завораживает миллионы. Но за этим образом стоит мальчик из деревни, который когда-то мылся на улице и скучал по родителям. 5 место. Мин Юнги, Шугр. Дата рождения – 9 марта 1993 года. Место рождения – город Тэгу, Южная Корея. Мин Юнги родился в небогатой семье и с ранних лет понял, что такое настоящая нужда. Он рос в условиях, когда еда и тепло в доме были не гарантией, а ежедневной борьбой. Родители Юнги старались как могли, но денег всегда не хватало. Именно поэтому он рано начал подрабатывать. Уже в подростковом возрасте он устроился доставщиком. Во время одной такой доставки он попал в серьезную аварию, его сбила машина. Он получил повреждение плеча, и, чтобы не быть исключенным из тренировочной программы Бигайт, он скрывал травму. До сих пор он страдает от хронической боли, но никогда не позволял себе сдаться. Кроме физических страданий, Шугр проходил через внутреннюю борьбу. Он открыто говорил о своей депрессии, тревожности и проблемах с самооценкой. Бывали моменты, когда он хотел бросить музыку, но его любовь к искусству и вера в мечту оказались сильнее. Сегодня Мин Юнги не только участник BTS, но и уважаемый продюсер, чья музыка исцеляет. Его история – это путь человека, который поднялся с самого низа и стал голосом тех, кто страдает молча.
4 место Ким Сак-джин, Джин. Дата рождения – 4 декабря 1992 года. Место рождения – город Аньян, провинция Кёнгида, Южная Корея. Ким Сак-джин родился в семье, которая позже стала довольно обеспеченной, но в детстве он не чувствовал себя избалованным. Его отец был строгим и сосредоточенным на бизнесе, а мать часто сравнивала Джина с его старшим братом, что вызывало у него внутреннюю неуверенность. Он рос с ощущением, что его не принимают всерьез, что его слова и мечты второстепенны. В школе Джин не был душой компании. Он был тихим, скромным мальчиком с внешностью принца и чувствительностью поэта. Его мечтой было стать актером, но даже когда он поступил в университет на факультет актерского мастерства, он часто чувствовал, что уступает другим. Однокурсники были более харизматичными, опытными, и он страдал от комплекса самозванца. Когда Big Hit предложили ему пройти прослушивание, Джин даже не мечтал о карьере айдола. Он не умел ни петь, ни танцевать. Он был последним участником, присоединившимся к BTS, и долгое время чувствовал себя слабым звеном. Но он не сдавался. Он учился с нуля, репетировал допоздна, падал, вставал и снова шел вперед. Сегодня Джин – один из самых харизматичных участников группы. Его вокал стал узнаваемым, а чувство юмора и доброта любимыми чертами среди фанатов. За его уверенным взглядом стоит мальчик, который когда-то боялся, что недостоин сцены. 3 место Чон Хасок и Хопи. Дата рождения – 18 февраля 1994 года. Место рождения – город Кванджу, Южная Корея. Чон Хасок родился в обычной корейской семье, где любовь и забота были, но возможностей было мало. Его отец – учитель литературы, а мать работала без отдыха, чтобы обеспечить детям хоть немного стабильности. Семья не жила в нищете, но позволить себе многое они не могли. Именно мать стала для Хосока главным источником вдохновения. Она отдавала все силы, чтобы он мог заниматься танцами даже тогда, когда сама почти не ела, лишь бы хватило на его курсы. С юности Хасок влюбился в уличный танец и начал тренироваться в команде «Неурон». В то время это считалось странным увлечением, и одноклассники нередко смеялись над ним. Его дразнили, он часто чувствовал себя чужим. Когда он решил стать айдолом, даже многие близкие не верили в его выбор. Но он не отступил. Оказавшись в Big Hit, он пережил тяжелый момент. В один из периодов он даже временно покинул тренировочную группу, чувствуя себя ненужным. Но именно тогда участники и особенно RM стали для него опорой. Их поддержка вернула ему силу идти дальше. Сегодня Хопи – это свет и энергия группы. Он невероятный танцор, вдохновляющий рэпер и человек, который, несмотря на издевательства и сомнения, никогда не позволил миру сломать его внутренний свет. 2 место Чон Чингук, Джанкук. Дата рождения – 1 сентября 1997 года. Место рождения – город Пусан, Южная Корея. Самый младший участник BTS, Чингук, с детства был тихим и застенчивым мальчиком. Он вырос в обычной семье в Пусане, где родители старались дать детям все возможное, но без излишеств. Уже в начальной школе он отличался старанием и дисциплиной, но не был лидером или душой компании. Все изменилось, когда он влюбился в танцы и музыку, именно тогда в нем проснулся огонь, который позже заметил весь мир. Когда Чингуку исполнилось 15 лет, он принял судьбоносное решение – оставить дом, семью и друзей, чтобы поехать в Сеул и начать путь трейни. В таком возрасте это звучит как приключение, но на деле это был одиночный бой за выживание. Он оказался один в огромном городе, среди незнакомых людей, с бешеной конкуренцией. Он признавался, что в первое время плакал по ночам от тоски по дому, но не говорил об этом вслух, он боялся показаться слабым. Ему было тяжело морально, он был самым младшим, неуверенным и чувствовал, что не дотягивает до старших. Он долгое время сомневался в себе и даже хотел отказаться от карьеры айдола, чтобы стать танцором. Но именно участники группы стали для него настоящей семьей.
Он рос на их глазах не только физически, но и внутренне. С робкого подростка он превратился в сильного, харизматичного и невероятно трудолюбивого исполнителя. Его прозвали «Золотым Макне», не случайно он научился всему, чтобы стать лучшим. Сегодня за сиянием Чингука стоит мальчик, который когда-то ночью сидел в маленькой комнате общежития, прижимал к груди фотографию родителей и шептал «Я не подведу». Первое место Ким Намджун, RM. Дата рождения – 12 сентября 1994 года. Место рождения – район Донгу, город Эйджонбу, провинция Кёнгида, Южная Корея. Ким Намджун родился в семье, где образование ценилось выше всего. Его IQ около 148, а уже в школьные годы он демонстрировал блестящие способности к языкам, литературе и логике. Родители мечтали, что он станет юристом или ученым. И хотя он старался оправдать их ожидания, в душе он чувствовал, что живет чужую жизнь. С раннего возраста Намджун влюбился в музыку. Он писал стихи, потом начал читать рэп, вдохновляясь андеграундной сценой. Но именно это и стало источником его боли. Когда он впервые признался родителям, что хочет посвятить себя музыке, они были в шоке. Его мать плакала, а отец был в ярости. Никто не воспринимал рэп как профессию. Он столкнулся с полным неприятием от самых близких людей. Оставаться на своем пути было тяжело. Он тренировался ночами, терял друзей, подвергался критике, и даже участники хип-хоп-сообщества иногда говорили, что он продался, когда пошел в айдолы. Он оказался в ловушке, не свой в рэп-мире, не свой в поп. И все это время он чувствовал страшное одиночество. Он не раз признавался, что страдал от чувства вины за свои мечты, будто он не имел права на них. Несмотря на все это, именно он стал лидером BTS. Он взял на себя колоссальную ответственность быть голосом группы, переводчиком, публичным представителем и в то же время раненым человеком, который продолжал идти вперед. Он писал тексты, которые затрагивали душу, говорил на «он», вдохновлял миллионы. За каждым сильным словом Намджуна стоит ребенок, которого никто не понял, подросток, которого не приняли, и взрослый мужчина, который решил все равно идти вперед, несмотря ни на что. Каждый из них прошел через боль, одиночество и слезы. Но именно это сделало их теми, кем они стали. Пусть их история станет напоминанием: никогда не сдавайся, даже если все кажется невозможным.